Меня зовут Юля. Меня зовут Миша. И сегодня мы вам приехали показывать город 8 века в Тоскане. Это Кастельново ди Гарфаньяно. Очень интересный городок. Мы сейчас пойдем погуляем, расскажем вам про него. Ну и всякую там мистику, как обычно у нас это. Вот. Ну и немножко истории. Ну, истории чуть-чуть больше мистики, конечно. Это интересней. Вот. На самом деле городок примечателен. Тут и крепость есть, и много всего, короче. И часовня очень офигенная есть, красивая. Вот. Городок как бы... Кто там был главным в городе? Поэт какой-то, да, известный? Да, был известный поэт, губернатором города. Губернатором города был какой-то известный поэт. Какой-то... В 16 веке 3 года, правда, только был. Да, Людовику что-то какой-то там. Ну, блин. Напишем. Да, напишем. О, смотрите, какая красотища вообще. Каменный мост вот этот, он как раз упоминается. Вот, это все с Римской империи, прикиньте, вообще сохранилось. Ну, итальянский флаг, он развивается, ну, как обычно, вообще все по красоте. Вот, ну, красотища невероятно. Я вот больше скажу, сейчас фотку сделаю, и мы дальше пойдем. Ну, вот мы уже подходим к центру города. Сейчас пойдем его смотреть. Вот, на самом деле городок, блин, капец, какой известный, вот, на весь мир. О, смотрите, какая карта. Сейчас машины проедут, я вам покажу карту. Вообще красивая карта. Гляньте. Здесь, короче, кухня национальная, ну, этого городка. Вот грибы, треска, короче, там вообще шампиньоны, эти самые, как они? Просто грибы, там трюфели. Трюфели, да, каштаны, блин. Ну, тут вообще вкуснейшая кухня, говорят. Просто, это, как он называется? О, какая башня. Гастрономический этот самый туризм называется это. Смотрите, какая башня вообще сразу открывается, красивая. Вот, и здесь, в этом городе, на самом деле, проходит множество фестивалей. Особенно здесь проходит ежегодно фестиваль международной музыки. Вот, классической музыки. Причем основан он в Нью-Йорке. А проходит он здесь, прикиньте, вообще. Ну, как бы, вот кажется, какой-то городок там, в Тоскане. Черт его знает, что это за городок. А вот такие вот вещи серьезные. Вот смотрите, как красиво тут. Барчик, тут все аккуратненько так сделано. Посмотрите, какая дверь. Вот сейчас реставрация идет. Смотрите, шикарная какая просто дверь. Вот это церковь вообще. Это дома. Это Дуому, да? А, точно, Дуому ди Кастелло ди Гарфаньяно написано. Блин, ну очень красивый. Внутрь, наверное, не войдем, потому что реставрация сейчас идет. Ну, посмотрим. Ну вот вышли из церквушки, короче, из Дуомо. Ну, красивые. Я не стал ничего комментировать, чтобы атмосферно было. Там орган играл. Ну, очень красиво, честно. Но вот такой вот он городок. Приятненький, я скажу, милый такой. Прям городок. Мост какой красивый вообще. Ну, тут и рестораны, и бары. Тут, конечно, жизнь кипит. Здесь как бы это прям туристическое место. Здесь это не деревня. Ее назвать деревней невозможно. Это прям город-город. Вот. Ну, сейчас пойдем в центр, посмотрим, что есть интересного. Основные какие-то достопримечательности глянем. Смотрите, какая красота вообще. Ну, конечно, очень туристический такой. Много ресторанов, баров, вон те банки всякие разные. Вот, тут и шопинг. И уже бренды такие конкретные видны. Магазины. И оптика тут, и... ювелирка, все, что хочешь. Ну и сам город такой, прям опрятненький. Дома все хорошо сделаны.
Агентство, видите, по туризму. Ну, то есть все есть. О, а там какая красота вообще открывается. Это вход в город. Один из входов. Смотрите вообще. Сейчас поближе подойдем. Посмотрите, какая красотища вообще. Вот просто, да, гляньте. Решетки какие монументальные вообще. Ну, гляньте, эта арка. Блин, конечно, не вся она сохранилась. Видите, часть обрушилась. Но очень историческая. Это музей. Ну, красивый вообще. Пойдемте посмотрим, прям как вид открывается оттуда. Ну, очень красиво, наверное. Сейчас глянем. Да, отсюда вид, конечно, потрясающий. Ну, в общем-то, это вот как бы часть крепости, вот это вот здание. Видимо, самой крепости уже давно нету. И вот здесь и жил вот этот вот поэт. Как его звали? Людовико Ариосто. Вот надпись, не знаю, будет видно на камеру. Людовико Ариосто. Подстерлась она немного. Ну, любопытное здание, да? Красивое. Красиво, вот этот особенно. Да, это часть. Единственное, что, конечно, уже часть уже не сохранилась, обрушена. А так, конечно, красиво. Спору нет. А вот, посмотрите, сохранились стены еще тех времен, волосатых веков. Вот, здесь даже табличка, вот. Буквально вот немного стены сохранилось, аутентично. Вот отсюда шла основная защита города. Ну, прикиньте, вот здесь вот лучники, блин, стояли и отстреливались, короче, от врагов. Здесь тоже битвы были сумасшедшие. Они тут все так провинции воевали друг с другом. Ну, вид, конечно, красивый вообще. На горы, на все. Очень красивый. Милый городок, но небольшой, правда. Прям совсем он маленький. Мы сейчас еще посмотрим, что здесь может быть интересного, и поедем дальше. Так, мы сейчас вышли из центра. Тут вон реставрационные работы сейчас идут. Потому что это главная площадь. Может, какой клад нашли, не знаю. Короче, что-то все копают. Но я вам хочу другое показать. Вот как она выглядит. Вот эти вот ворота. И вот как выглядит крепость с наружной стороны. И вот отсюда уже видно, что это часть крепости, сохранившейся с тех времен. Вот я вам скажу, вот то окно, вот дальнее. В туманные вечера, можно увидеть дух Ариосто, поэта. Прикиньте, старожилы говорят, что по ночам, когда очень тихо, вот, слышно, знаете, как царапание пера по бумаге. То есть утверждают, что поэт Ариосто, он до сих пор сочиняет свои стихи. То есть его дух, прикиньте, вообще. Вот, это вообще с ума сойти. А еще, если подойти вот сюда и начать читать его стихи и прочесть строчку не до конца, то вы услышите легкое бормотание самого поэта Ариосто, который будет заканчивать строку. Вы прикиньте вообще, какая мистика. Блин, слава богу, я не знаю его стихов. Да? Вообще жуть какая. Ну, пойдемте уже, мы сейчас поедем. Вот, потому что городок, ну, он такой красивенький, но не самый большой, скажем. Здесь не скажу, что прям куча всего посмотреть. Вот. Так, ну, я вам еще хотел рассказать про эту крепость, на самом деле. Мы от нее уже ушли практически. Вот, идем дальше смотреть. И что скажу? Крепость вообще какое-то время использовалась как тюрьма. Вот. И однажды там был один заключенный, вот, которого заключили под стражу, ну, скажем, по несправедливости. Он просто оскорбил уважаемого человека в те времена. Вот. И его заключили под стражу, и в его темнице был колодец. В итоге от несправедливости он бросился в этот колодец и покончил жизнь самоубийством, прикиньте.
И вот сейчас уже много веков спустя, точнее, извините, старожилы крепости говорят, что в этой темнице, в этой камере, ну, там до сих пор есть колодец, но там нет воды, понимаете? А тогда была вода в те времена. И вот они говорят, что если ночью прислушаться, то из той темницы, где покончил жизнь тот узник, слышны капли воды, прикиньте. То есть они капают, а воды там нет. То есть представляете себе, какая тема сумасшедшая? У меня мурашки по коже идут от такого. Ну, в общем-то, мы вернулись к Дуому, откуда начали. Посмотрели мы этот с вами небольшой городок. Вот же лотерея, видите? Мороженица сейчас закрыта, сейчас бы скушали мороженое вкусное итальянское. Вот. Но мы сейчас подходим к Дуому, потому что я вам хочу кое-что показать. Вот, западная стена Дуому, там есть свои нюансы. Вот, если подойти к стене, к западной этого Дуому, приложить ухо, то можно услышать чьи-то шаги. Потому что в свое время здесь был священник много веков назад, и он по тайному туннелю Дуому, под Дуому есть тайный туннель, передавал врагам координаты и важную информацию. И местные засыпали туннель вместе с ним. И его призрак остался там. И вот если приложить ухо к этой стене, то можно реально услышать его шаги. Сейчас попробуем. Не слышно. Наверное, в другой раз отдыхает призрак. Да? Надо вечером слушать. Вечером надо слушать. Не будем мы слушать. Ночью промышлял. Да, не будем это слушать. Поедемте дальше смотреть красоты Италии. Ну вот мы уже подъезжаем к главной достопримечательности. Это вот оборонное сооружение, замок. Сейчас мы подъедем поближе, посмотрим его. Но мы приехали к крепости. Это одна из лучших сохраненных крепостей тех времен, 11 век, короче, вообще. Вот. Внутри крепости воссоздана полностью жизнь тех времен. То есть там люди переодетые, как маскарад, в одежды тех времен 11 века. Там даже есть скот. Вот. То есть там атмосфера вся воссоздана, как в те времена. Короче, музей под открытым небом, по сути. Вот, там никаких витрин стеклянных нет, все можно трогать, смотреть, ходить. Вот, ну, очень атмосферно, поэтому рекомендую вам приезжать сюда и посещать эту крепость. Сейчас пойдем посмотрим поближе. Так, ну мы идем к крепости. Вон там, смотрите, на горе еще какая-то деревушка вдалеке. Фонтанчик, пожалуйста, тебе. О, смотрите, какая красота вообще. Просто потрясающе. В общем, есть одна легенда с этой крепостью связана. Видят дух девушки в белом. Эта девушка погибла в средние века, вот, при защите крепости. И ее дух до сих пор местные видят, как он бродит по стенам крепости, видят в башнях. Вот. Когда его видят, это означает, что грядет какая-то опасность. Вот. Она защищает эту крепость до сих пор. Прикиньте. Между прочим, в этой крепости до сих пор таятся сокровища. Вот. Там есть подземные туннели, которые не раскрыты полностью археологами. И есть вероятность, что там скрывается огромное количество сокровищ. Вот посмотрим, раскроют они в каком-то будущем или нет эти сокровища. О, как обычно, узкие улочки. Городочек вообще красивый, походу. Маленький, но аккуратный такой. Симпатичный. Так, ну ладно, будем двигаться. Смотрите, как везде цветочки. Все так аккуратненько.
Но ни одной продажи пока не видели. Все прям вообще в идеальном состоянии дома. Просто в идеальном. Смотрите, какая арка. Вообще, да? Обычный балкон, блин. Выглядит как уже какое-то произведение искусства. Между прочим, здесь недалеко есть источник с лечебной водой. Вот. Вода обладает магическими свойствами. Ох, вообще красота. Гляньте, у человека как вид вообще раскрывается. Вон там дальше какие деревни какие-то вдалеке находятся. Потрясающе. Вот. Источник, значит. Цветов дофига. Беседка вон какая. Любопытная. Есть вот этот вот источник. И туда приходили в средние века паломники со всей Италии. И исцеляли свои раны и болезни с помощью этой воды. А еще также приходили воины, раненые воины в битвах. И тоже поливали раны водой, чтобы исцелиться. Блин, ну красотища, честно. Вообще невероятно. Долина просто потрясающая. Ну ладно, идемте дальше, посмотрим, куда дорога приведет. Короче, пришли, прикиньте, из городка идет вот такой маленький поезд. Тут даже вот время есть. Сколько стоит? Вот монорельс. И он прям в замок едет поезд, прикиньте. Вообще. Блин, ну мы опять в обеденное время попали. И походу все закрыто, к сожалению. Ну блин, даже до такого продумали. Я вам очень рекомендую этот замок посмотреть. Но мы попробуем его обойти по другой дороге. Может быть, поближе хотя бы его вам показать, если не зайдем. Пойдемте, а то посмотреть прям очень хочется, хоть как-нибудь его. О, гляньте, какой дом. Вообще добротный. А он, кстати, желтая вывеска продажа. Я вам сказал, что продажи здесь нету. А вот, пожалуйста, продажи есть везде. Прикиньте. Даже у этой крепости есть продажа. Жить тут рядом. Вообще прикольно. Но мы идем. Подъем, как обычно, куда-то в небеса. Попробуем подойти, посмотреть поближе. Сейчас пока поднимаемся к этому замку, чтобы поближе его посмотреть. Хорошая дорожка такая, приятная. Вот, хотели поговорить, вот даже вот полицейские, да, в Италии. Блин, вообще добрые, честно, добрые ребята. Мы просто не привыкли. В России, блин, видишь полицию на дороге или где-то, блин, уже сразу жим-жим становится. Даже если ничего не совершил, а уже напрягаешься. А здесь нет, такие прям вежливые ребята, то есть ничего лишнего, все дела приветливые. К ним даже приятно подходить, спрашивать какую-то информацию там. Вот это вот все. Вот, все подскажут. Ну, вообще классные. От них не ожидаешь какого-то подвоха или какого-то, ну, там, не знаю, что-нибудь чем подкинут там, еще чего-то. Ну, короче, здесь они более спокойные. Вот, и к ним какое-то отношение такое более людское. А не вот этого, да, как у нас там менты. Вот, малоуважаемые. О, красивая вообще постройка какая-то. Сейчас поднимаемся к ней. Миниатюрная, типа, наверное, молельня какая-то. И, наверное, вид какой-нибудь раскроется. Вообще красивый. Сейчас посмотрим. Жара еще, трава просто вся выгорела на солнце. Ух, да, смотрите вообще. Вот это тут вид на все горы. Вообще красотища. Но мы приближаемся. Вон она уже крепость. Вон она виднеется. Сейчас посмотрим. Попробуем максимально близко подойти к ней. Ну вот, смотрите, подошли, короче, к крепости, прям к подножию крепости. Смотрите, стены как хорошо сохранились. Вот, правда, дырка какая-то осталась. Ядро, наверное, прилетело от пушки.
Так, наверное, и осталось. Как есть, без реставрации вообще. Но она огромная. Конечно, нужно смотреть внутри, ребята. Внутри, наверное, самая красота прячется. Потому что это как археологический парк под открытым небом. Вот, ну что-то прям вообще все мертвое. Видимо, время. Еще у нас будний день, сегодня пятница. Вот, наверное, завтра, суббота, там время надо смотреть, расписание обязательно. А вот, кстати, красненький, вот он, поезд. Сейчас я увеличу, сейчас подойдем ближе. Поезд, который поднимает туристов в крепость. Чтобы пешком вот так не идти. Ну, пожилых людей, может быть. Вот это вот все. Да, здесь все предназначено для людей с ограниченными возможностями. Да, кстати, вот и люди с ограниченными возможностями, да, могут спокойно вот все посещать эти места. Ну, очень многие места. Это Юля правильно подметила, поэтому берите своих родственников, если у вас таковые есть. Приезжайте, смотрите. Будет здесь очень комфортно и удобно. О, смотрите, какой милый поезд маленький с вагончиками в крепость идет. Вообще прикол. Монорельс такой. Ну что, мы уже здесь. Я смотрю, дверь открыта. Ну, сейчас посмотрим, вообще пускают, да не пускают. Смотрите, какая красотища. Вообще. Просто гляньте. Здесь прям веет рыцарскими временами. Фу, запыхались, пока поднимались без поезда. Ну вы посмотрите, да? Во люди жили в те времена. Вообще. Ну, конечно, им тут обороняться было круто. Все как на ладони видят. Отстреливаются. Фортецца ди Верукколе, видите? Вот целая история там. Добро пожаловать в 13 век. Да, 13 век, представьте себе. Вот это вот все. Ну, в замок не удалось попасть. С 16:00 они открываются, оказывается. Вот, а у нас сейчас только 12:30. Мы не можем столько ждать. Вот, но зато смотрите, какая панорама. Мы пришли. Гляньте вообще, да? Ну, просто космос. Смотрите. Панорамный пункт просто потрясающий. Расскажи про девушку, которая там сидела, которая консультировала. А, девушка, да, точно. Которая билетики продавала, она как пастушка выглядела. Такая, тех времен, блин, средневековых. Но они там все одеты так. Да, у меня такая рубашка, типа льняная. И сверху такой, как сарафан, как будто бы из мешка какого-то. И, ну, из мешковины, типа, да, такой. Ага. Любопытно. И такой какой-то, ну это не платочек, это не пойми что, какая-то шапочка странная. Но это любопытно. Ну, тех времен, короче, все. Одежда. Мы просто не знаем, как это называется. Вот. Ну, вот она, этот пункт, короче. Вот она, крепость. Точка ее. Но внутри там все так в маскарадном одеты. Короче, они вам там воссоздадут атмосферу тех времен. Вот. И контакт с животными, может быть. Дегустация. Да, вот. Дегустация еды всякой разной кухни. Наверное, по рецептам, по древним, по каким-нибудь. Винишко там, не знаю, вот это все. Так что вы приезжайте сюда обязательно. Ставьте себе как точку назначения. Потому что здесь действительно, ну, очень мало же крепостей, крепости вот эти, которые сохранились с тех времен. Скажем так, в таком хорошем достаточно состоянии. Вот, таких просто, ну, не так много по всему свету. И погрузиться в историю, мне кажется, это здорово. Особенно с детьми, детям, мне кажется, которые фанаты вот этого всего, «Властелин колец», там, всяких вот этих рыцарей Артура, там вот это все. Это, мне кажется, очень понравится. Смотрите, какой тут открывается вид. Вон она, крепость. Ну, чуть-чуть внутри, да, вот так вот. Там вон барчик под шатром под белым. Ну, красотища. Ну, на этом сегодня у нас все, да, Юля? Да. На этом тогда сегодня все. Поэтому с этим прекрасным видом подписывайтесь на канал, не забывайте. Вот, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот и все. Пока-пока. Пока-пока.